Всем гутен таг! Сегодня я проехал 5 километров от дома, чтобы показать вам что-то очень интересное. Вот слева от меня стоят очень-очень старые камни. Сейчас мы посмотрим, что на них изображено. Пойдемте. Все в снегу. Сюда сегодня не ступала нога человека, сегодня мы здесь первые. Вот это первый камушек, пограничный. С этой стороны когда-то был крест, герб княжества Фульда. Но время берет свое. А вот с обратной стороны, здесь плохо видно, но тем не менее находится герб Ханау. То есть это был пограничный камень между территориями Ханау и Фульды. В 1732 году поставили вот такой камень, и он стоит до сих пор. По стороне этого камня идет воздушная линия этой границы. Перейдем сюда, здесь также вот по стороне камня воздушная линия, это также граница территории, которая принадлежит Фульде. Кресты, говорят, дают о себе знать, что этот герб относится к территориям Фульды. Выглядит, конечно, здорово. Хотя надписи уже пропадают. 1732 год. Ну а сейчас мы проедем в маленькую деревушку Фольмерц, и я там кое-что покажу вам. Все зарастает. Никто ничего не подстригает, потому что эта дорожка уже не востребована. А когда-то здесь ходили люди на работу. Ездили машины. Если сейчас снег раскопать, мы найдем землю. А вот если еще ковырнуть сантиметров 5-10 земли, то наверняка найдем либо щебень, либо камни. То есть выложенную дорожку. Опять какие-то корпуса я нашел. Ниша для чего? Трудно сказать. Это не двери, это тоже какие-то ниши. Ну что, зайдем сюда? Вам не страшно? Я один. Ну а вы, в принципе, со мной. Вот эта щебенка здесь лежит. Я вам скажу примерно сколько лет. Ну, примерно... В общем, это здание закрыли в 1999 году. Давайте, наверное, включим какую-нибудь подсветочку. Вот он, щебень. Лежит уже здесь 30 лет. Свежеизготовленный, но уже не востребованный, потому что все закрыли. Остатки какой-то тарелки, посуды. Надпись на немецком или на итальянском. На итальянском. Бон аппетита. Здесь смотреть нечего внутри. Просто территория, оставленная людьми 30 лет назад. Так что же здесь все-таки было? Почему здесь столько щебня? Сейчас я вам покажу и расскажу. Все в тишине, в пустоте и заброшенности. Люди ушли и все оставили. Что смогли, забрали, а все, что не надо, все оставили. Здесь через эти окошки подавался щебень. Были настроены специальные такие, как назвать-то, ну, такие горочки сделаны были, чтобы щебень из окон выходил и скатывался в вагоны, которые стояли вот здесь. Здесь было 2 железнодорожных пути. Сюда подходили составы для погрузки щебня. Какая-то дверь, заглянем. Что там? Что там такое? Так, сейчас должна быть какая-нибудь тревожная музыка звучать. Что там за углом? Ага. Ну а здесь
Здесь просто был чей-то рабочий кабинетик. Подпорная укрепительная стена, выложена из камня базальт. Большая, высокая, могучая. А вот сейчас я вам покажу остаток рельса. Вот она, та самая железная дорога, которая была на этом месте. А вот второй рельс. Часть убрали, а часть осталась. Возможно, вот эти отверстия, это чтобы вода с горы выходила. Сколько было проделано работы. Вот камушек на камушек, камень на камень вот так выкладывать. Естественно, стена стоит под уклоном. Вот так вот, наверное, видно будет, чтобы не завалилось. Ну а наша цель сегодня с вами, сейчас она появится с левой стороны от нас. Вот он, железнодорожный вокзал. Бывший железнодорожный вокзал, к которому я и шел, который я хотел показать. Он был построен в 1000. Поезд, что ли, идет? О, в день здесь проходит примерно 150 поездов. Вот один из них. Вы слышите? Шум колес. Совсем другой. Нет такого стука, как у нас в России, как в Советском Союзе. Обратили внимание? Нет до боли родного. Рельсы без стыков. Все сварены. Здание вокзала Имперской железной дороги было построено в 1872 году. Здесь жили люди, которые работали, обслуживали эту территорию. В 1999 году здание было закрыто. Оно в то время, естественно, принадлежало уже немецкой железной дороге, а не имперской. После закрытия железнодорожного вокзала оно было продано в частные руки. Кто-то хотел здесь что-то сделать, но почему-то не сделал. Не знаю, по каким причинам. Ну, в общем, вся работа началась и тут же остановилась. Плавный подъем, это, по всей видимости, туда закатывался багаж. Войдем вовнутрь, посмотрим, как оно здесь. Видите, вот брусочки приготовлены, что-то должно было быть здесь перестроено. Но как-то что-то не пошло. Осторожно, вот эта балочка, она сверху уже упала. Почему? Ну, потому что видите, что с крышей. Все рухнуло. Пошла вода. И год за годом. Так, мы зайдем. Мы без каски. В принципе, так нельзя, но если только маленько. Вот складированы хорошие досочки. Что-то было, что-то готовилось. Но не получилось. Так жалко, что такое здание в таком состоянии. Вот они, стропила, рухнули. Зато отсюда видно хорошо, как выглядит стена. То есть никакого утеплителя, никакого пенопласта, никакого демонга. Только песчаник, Зандштайн. Вот на данном примере очень хорошо видно, очень чисто. Видно, как выкладывали. Так, а здесь за дверью никто не стоит. Нет, никого. Вот они уже, распорочки для поддержки потолков. Что-то планировали, но ничего не сделали. Раму все повыбивали, стекла
Да. Ну и что, мы здесь найдем что-нибудь интересное, нет? А, ничего нет, все пусто. Значок какой-то железнодорожный. Облезлая краска. Выходим. Закроем для приличия дверь. Идем посмотрим что-нибудь дальше. Главные двери закрыты. Обойдем, посмотрим с этой стороны. Двигаемся дальше. Самое интересное я оставлю на потом. А для начала мы поднимемся наверх по этой старой лестнице. Но опять же она, если здание постройки 1872 года, то лестница, я думаю, была сделана уже позже. Как всегда, один куда-то приперся, лазю неизвестно где. Когда-нибудь, Вова, ты долазишься. Ну это же интересно, а? Мировой кубок США 1994 год. Срок годности до октября 1995 года. Ё-моё, 25 лет баночка лежит, а? Алло, это Смольный? Смольный. Пиво завезли? Не-а. А куда завезли? В Зимний. Ура, товарищи, вот так и взяли Зимний. Знаете, что меня здесь интересует? Думаете, плитка? Не. Меня интересует газета какого она года? 98-го. Здесь уже чувствуется пол жиденький. Здесь уже... А, вот она и протечка вся на крыше, на потолке. Потолок, видите, как отделан. Глина, солома, вот эти ветки. Старая схема. И вот он уже прогнулся. Надеюсь, не обрушится. Здесь уже то же самое. О, скоро все рухнет. Обои ободрали на всех стенах. Видите, подмели же, в кучку собирали. Все было в процессе. Но что-то помешало. Почему-то все работы остановились. Кто-то хотел здесь жить. Естественно, тогда все еще целое было. Окна, все было целое. Потом все закрыли. А потом пришли вандалы и разбили.
Ну вот небольшие темные комнаты. И вот что я сейчас вам покажу. Видите, стены зачищены от обоев. А вот здесь уже начинали клеить. Здесь же уже начинали клеить. Здесь кто-то хотел жить. Вот он, рулон обоев. Но видно, что-то пошло не так. А это вот старая ванная комната. Вот при помощи такого аппарата здесь поддерживали тепло в ванной и грели воду. Вот печечка, дрова, уголек. Что-нибудь такое. Ну и дымоход. А это выход уже на улицу дыма. Но здесь должен быть туалет. Угу, так и есть. Помню я такие бачки. Какой-то шум слышал, показалось. Черепица. Кстати, помните фильм, где Миронов говорил «Цигель, цигель, ай люлю»? Ну, это просто набор слов. А на самом деле цигель переводится с немецкого как черепица. Ну, это для тех, кто не знал. Осы сделали себе домик. Сверху черепица разбита. Снег или вода? В данном случае снег, ну а если нет снега, то вода капает сюда. И все. И все скоро рухнет. Несколько лет. И очередной фаябан будет. Интересный момент. Пол на чердаке выложен, я не знаю, как это назвать, но какие-то вот такие вот латы. Но сейчас я покажу вам то, ради чего я сюда приехал. То, что я вам хотел показать. Вот она, надпись времен Второй мировой войны. Zum Schutzraum. То есть это в бомбоубежище. В защитную комнату, дословно перевести. Ну что, спустимся в бомбоубежище, посмотрим. Надпись оригинальная. То есть мы просто-напросто спускаемся в келлер, в подвальное помещение. Вот оно, Schutzraum, защитная комната. А вот здесь я вижу, как написано старая надпись. Наверное, это еще мел, написано Vollmerz. Это, наверное, когда дверь еще изготавливали, подписывали, куда кому принадлежит, на какой станции будет устанавливаться. То есть надпись очень старая. Небольшая комнатка. Вторая дверь. Ну и вот оно, основное помещение. И вот еще один интересный момент. Сейчас будем читать. Wenn eingeschlossen, hier Durchbruch. Наверное. В общем, если вас завалило, то здесь приготовили пути отхода. Вырезали в старой стене отверстие и заложили его кирпичами. Но только так, чтобы было не слишком трудно выбить. Окошечко для вентиляции. Ну а люди здесь спрятались, это однозначно, потому что эту территорию хорошо бомбили. Не так, как Дрезден, конечно, но тем не менее попадало.
Скажете, а вот как же окошки здесь и что? Ну, здесь наверняка закладывали мешками с песком. Это ведь бомбоубежище-то сделано когда было? Вот во Вторую мировую только. Здесь была точно такая же арочка. Здесь проход и вот здесь был проход, но это все заложили. То есть вот эта стена, вот эта кладка 40-х годов. А вот этот потолок, видите, как прям как в римские времена. А это потолок конца 19 века. 1870-х, ну 1860-х пока построили. Вот это настоящий, оригинальный, старый келлер. Подвал я имею в виду. Вот если помещение отапливается печка на дизеле, вот, то в домах ставят вот такие емкости для дизельного топлива. Здесь сейчас стоит запах дизеля. Чек 1995 года. Ну как какой-то, как машина времени какая-то у нас, что ли. В прошлое попали. Ну вот эта печка до 99 года она работала. До 99 года здесь все было нормально. Еще одна надпись. Руhe halten. Ну то есть примерно как не то, что будьте тихо, а оставайтесь спокойными, можно, наверное, по смыслу вот так перевести. Соблюдайте спокойствие. Вы же в бомбоубежище. А справа небольшая ниша, металлические дуги, как ступеньки, чтобы подняться наверх. Это запасной выход. Старая стена, Занштайн, песчаник, 19 век. Обычное подвальное помещение с мощными стенами превращено в бункер. Вот неплохо же смотрится, а? Надпись времен Второй мировой войны. Руhe halten. Вот, в принципе, все, что я вам хотел показать. Именно вот это бомбоубежище с оригинальными надписями, которое сохранилось со времен Второй мировой войны. Еще одно помещение. Да, большое количество материала приготовил этот человек, который купил это здание, но что-то пошло не так. По всей видимости, он здесь хотел сделать сад, огород, но... А вот она, сама деревня Фольмерц. Здесь, по всей видимости, раньше была дорожка, ступеньки, которые вели к железнодорожному вокзалу. А мы, наверное, сейчас пройдем вон туда, сходим, посмотрим, как выглядит. Так. Как выглядит вот этот маленький туннельчик под железной дорогой. Ну а выглядит как настоящий туннель, только уменьшенная копия. Обратите внимание,
Немецкие товарищи выложили даже дно в туннеле камнем, чтобы не размывало. Кругом одни камни. Вот сейчас мы перейдем на ту сторону железной дороги. Вот при большом перепаде высоты строится как будто бы туннель в туннеле, арочка за арочкой. Одна чуть выше, следующая идет ниже, ниже, ниже и ниже. Видите вот эти переходы? И туннель получается, верхняя часть в горизонтальном состоянии. То есть статика работает лучше, нежели было бы под наклоном. Обратите внимание, как выложены стены аккуратно. Я когда-то был в Норвегии. У меня есть видосики, кстати. Поставлю какую-нибудь ссылочку, посмотрите, кто не видел. Так вот там тоннель. Мы проезжали на автомобиле через тоннель. И он вообще не был вот так отделан. Он был просто из обычного. Ну вот как взяли, прокопали в стене отверстие и пустили там транспорт. Дорога есть, а стены и потолок натурально прорытые. И все без какой-либо отделки. Еще хочу как-нибудь показать я вам. Здесь есть туннель, на одном надпись железнодорожный. На одном надпись вот так вот по центру вверху будет 1909 год. А есть еще один тоннель, на котором надпись будет не надпись. Там стоит самый настоящий имперский орел. Считаю тоже интересным. Нужно будет туда как-нибудь пробраться. Самое интересное, что я точно не знаю, где я нахожусь. Я просто знаю, что там железная дорога. Я перешел под ней. Теперь мне как-то надо найти мой замаскированный автомобиль. А сейчас я предлагаю вам послушать тишину. Мне нравится, а вам? Вот в направлении вот этих ветровиков, в общем, давайте так лучше по порядку. Где-то вот в этом районе железнодорожный вокзал. Где-то вот здесь под этой горой, вот здесь снизу, будет стоять то здание, где отгружался в железнодорожные вагоны щебень. Ну а там в том направлении был вот этот карьер, каньон, где разрабатывался базальт. Его доставляли сначала так, как могли, потом сделали линию, по-моему, в 1928 году, и уже натянули эти троса, провода, столбы, и по воздуху, по воздушной линии отправляли уже сюда, вот в это место. Здесь были хорошие бомбовые удары. Это всю схему разрушили и потом уже возили сюда в грузовых автомобилях. Ну и все. А в 99 году, как я и говорил, все просто закрылось. И эта отгрузка щебня закрылась, и вокзал закрылся. Вот она, деревня Фольмерс. Домики видно. Тоже хотелось бы сказать пару моментов про эту небольшую деревушку. Я записывал как-то замок Рамхольц. Он находится в паре километрах отсюда, вот в этом направлении. Мы стоим прямо возле деревни Фольмерс. Население примерно 750 человек. Всегда здесь было мало людей. Деревня небольшая. Просто небольшой факт интересный относительно. В 17 веке один из рода Хутенов взял и продал эту деревню вместе с Рамхольцем, соседней деревни, своему двоюродному брату по имени Казимир за 1200 гульденов. Как это все просто было. Деревни покупались и продавались. А вот те самые пограничные камни, которые были в начале видео, они стоят на дороге между Фольмерцем и Эльмом.
для тех, кто живет в наших местах и захочет посетить, вдруг посмотреть вживую на предание старины. Когда-то, ну а точнее сказать, в 1813 году через эту деревню проскакали кто? Наши русские казаки, никогда не поверите, а вот так это было. Да, это и через Брайтенбах, Оберкальбах, вот этот Фольмерс, Майос. Проскакали русские казаки, когда была кампания движения на Париж. А недалеко от нашего города, где я живу, от Шлюхтерна, там есть Дистельразен. Так вот там казаки устроили засаду отступающим наполеоновским войскам. И генерал Чернышов со своим корпусом расквартировался, представляете, прямо возле нашего города. Но об этом нужно рассказывать отдельно. Всего вам доброго, до свидания.